Внимание! Спасибо за внимание. Здорово, народ. Сегодня хочу рассказать вам об одной из самых упоротых игр — Дэдпул. Наверняка вы все видели фильм Дэдпул. Так вот, игра в плане юмора недалеко ушла от кинофильма. Уже в самом меню при выборе сложности нас встречают шутками. Вы гляньте, генетическое превосходство. Ты хочешь просто убивать все подряд и выиграть? Выбери этот уровень, если ты раньше не играл в шутеры. Для разогрева пойдет. Ветеран, хочешь вызова, а? Пригласи друзей и пусть они купаются в лучах твоей славы. Я уже пригласил вас. Ультранасилие. Играй один, иначе высок риск вмазать соседу. Ты предупрежден. Я бы с удовольствием вмазал соседу, когда он врубает перфоратор по утрам. Всего 3 сложности. Если классифицировать их в стандартном варианте: легкое, среднее и тяжелое. Я же не лох какой-нибудь, так что выберу генетическое превосходство. Самую высокую сложность, конечно же. Игра начинается в квартире Дэдпула, где он сидит и общается с собственными голосами в башке. И ему все звонят и отшивают по всем фронтам. Его отшивает Логан, Домино и какой-то штрих из компании по созданию игр, который отказал ему в создании видеоигры про него, так как сценарий он посчитал полной ахинеей. После чего Дэдпул вежливо попросил его передумать, подорвав здание его компании. Почему-то наш друг великодушно передумал и решил одобрить затею Дэдпула по созданию игры. И игра началась. Подобное общение с самим собой будет продолжаться на протяжении всей игры. Даже если я буду сидеть так 5 минут, он будет чесать свои помидорки и говорить. Причем всегда что-то новое и смешное. Ну или как минимум забавное. К слову, для видоса я просто выключил субтитры, чтобы они не мозолили глаза. А так, играя с ними, все читается и понятно, о чем речь. Перед началом динамичной игры и наркомании последней стадии нам предлагают побродить по нашей квартире и поразвлекаться с имуществом. Вот, например, можно поиграть на гитаре. Блин, как же он жжет, а! Кстати, неплохая такая квартирка. Евроремонт мне нравится. Дизайнер поработал на славу. На мою хату похоже на самом деле. Только вместо собаки у меня бомж какой-то сидит в углу и также чешется. Я решил сходить на кухню и включить кран в бачке с водой, а то чё он без дела стоит. После чего мне позвонили в дверь, я открыл. Пришла дочь подруги маминой подруги по отцовской линии моего деда и принесла мне какую-то посылку. Я вежливо попросил ее подождать и пошел смотреть телек. Она продолжает звонить и стучать в дверь, но не могу же я брать тяжелую коробку на голодный желудок, верно? Так что я решил немного перед этим перекусить. Видимо, Дэдпул настолько сильно голоден, что ест пиццу прямо сквозь маску. Ну или она настолько вкусная. Хотя нет, говна кусок. Поняв, что пицца дерьмо, я решил приготовить еду самостоятельно. Правильное питание, так сказать. Но получилась полная хуйня, так что Дэдпул выкинул эту дичь, даже не попробовав. Я пытался найти что-то съедобное, но, к сожалению, кроме бутылочки скисшего грудного молока 93-летней девственницы, ничего в доме не было. Опа, стиралочка. Интересно, в этих мешках шмотки, которые нужно перестирать? В общем, не обнаружив еды, я решил напиться с голоду. Так, а в туалете нам предлагают убить микробов и сделать вонючку. Ну давайте сделаем вонючку. Видимо, поделка какая-то, типа оригами или что-то в этом роде. Ну почти. Если руки растут из задницы, можно назвать это поделкой. Кстати, тоже надо сделать вонючку. 5 сек, пацаны. А убить микробов — это значит помыть перчатки и умыть маску. А в отражении он видит свое лицо без маски. Где логика? А ее нет в этой игре. Что может быть лучше старых добрых комиксов? Ладно. Но на самом деле тут много всяких приколов в квартире, не буду подробно останавливаться на каждом. Уже сами все посмотрите, если захотите поиграть. А теперь давайте уже перейдем непосредственно к самому геймплею. Несмотря на то, что тут происходит полная наркомания, сюжетку спойлерить я вам не буду. Как я говорил в начале, рофлы тут не только в самих катсценах, а даже в обучении. Мы все привыкли к таким обучалкам. Нажмите пробел, чтобы прыгнуть. Нажмите Q, чтобы ударить.
Что мы видим тут? Посмотри, что делает пробел. Что делает Q, тоже непонятно. Конечно, до слез это никого не рассмешит, если только ты не дебил. Но в целом это прикольно, забавно и нестандартно. Как минимум улыбнет и поднимет настроение. Лично у меня еще и писюн подняло. Девушки, берите пока тепленькие. В принципе, геймплей тут достаточно примитивен. Ходишь, убиваешь все, что движется. Есть холодное оружие, есть огнестрельное, есть гранаты. Можно делать всякие комбо, короткие телепорты и так далее. Но в отличие от привычных игр про супергероев, тех же Бэтмен, Спайдермен, Халк и так далее, где при убийстве врагов даже крови нет, тут все сделано в стиле Дэдпула. Кровь, отрубленные конечности и все такое. Рубая всех холодным оружием, вы всегда будете отрезать руку, ногу, голову и вообще делать мясной салат. Также тут есть система прокачки и апгрейда, где мы можем за определенное количество очков покупать себе различное оружие, улучшать нашего милашку Деда и также грейдить наши купленные пушки, чтобы они были мощнее. Очки собираются с пула и зарабатываются за убийство врагов. А еще тут прикольно то, что Дэдпул периодически общается с тобой. Иногда даже разворачивается к тебе, как он делал это в фильме, общаясь со зрителями. Это создает такое некое ощущение того, что персонаж, которым ты играешь, живой. У меня, по крайней мере. Это вообще нормально? Кажется, одиночество на меня плохо влияет. Надо выйти на улицу. Я не был там уже много лет. Так, ну ладно, что мы все обо мне, да обо мне. Давайте вернемся к игре. Мини-стелс режим тут тоже присутствует и выглядит весьма эффектно. Подводя итоги, скажу, что игра достойна того, чтобы в нее поиграть. Геймплей хоть и примитивный, но он помогает расслабиться, потому что тут не надо думать, просто иди и рубай все, что видишь. Вдобавок еще и поржать можно с речей Дэдпула. Хорошее настроение точно обеспечено. Если вам понравилось это видео, то поддержите его лайком и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. А если вы хотите, чтобы я сделал озвучку данной игры, как я делал с Tekken 7, и создал для вас, так сказать, игры-сериал по Дэдпулу, обязательно напишите это в комментариях. Если будет достаточно желающих, я сделаю для вас озвучку. Целую всех в пузико и до скорого!